Всем привет! Вот такой случай, значит, старый мой знакомый, товарищ, привез мне велосипед жены на ремонт и покраску. От этого я не ожидал. Ну, поскольку, в принципе, можно было покрасить, я, в принципе, согласился. Вот, работает он фото-видеосъемкой занимается, по совместительству. Получилось так, что он даже Хованскому клипы монтировал. Но не очень удачно. А потом я вспомнил и такой... Блин, а мне-то тоже неудачно. Мне-то он монтировал и не вымонтировал. И, короче, в итоге я сам монтировал. Этот был видос, когда я только Мерседес купил. Вот этот самый видос он снимал. Ну, в итоге пришлось мне все монтировать. Короче, косячишь, Виталя, вообще косячишь конкретно, блин. Вот так выглядит велосипед до ремонта. Ну и начинается, собственно, ремонт. Ну а про Хованского в конце будет. Грунтанули раму. Небольшой потек. Надпись Мерида просвечивает. Ну, все в наклейках. Для металла шкурить не вариант, там уже ремишка. Специальные шпаклевки и так далее. Вилка нормально. Так, соблюдаем масочный режим. Второй слой, короче, сделал. Наклейки местами проглядываются, что поделать. Надо переход. Потому что тут лака заводского было мало. Так, вот такой цвет какой-то розоватый. Миндальный написано. Какой-то такой, не знаю. Розовато-серый металлик. Сейчас осталось там чуть-чуть красочки подмазать, где не прокрасил. Хотя вроде везде нормально. И все, и лак пошел. В общем, на раму где-то 150 грамм уходит на 2 слоя. Вот так. Ну, с вилкой, естественно. Нормально вроде. Конечно, курить ее это ужас. Казалось бы, 2 трубы, но столько изгибов. В каждый надо засунуть, залезть, палец там. Ой, кошмар. Вроде нормально смотрится. Конечно, светло, но сейчас, наверное, все белым кажется. Посмотрим потом финальный результат. Вот так под лаком получилось. Что нормально, 4 потека, 2 вот, 2 тут. Но это потом шлифануть можно. Тут чуть-чуть не прокрасил, блин. Как не заметил, фиг его знает. Он высохнет, подмажу. Здесь все нормально, насколько это возможно. Ну чё, пацаны и девчонки, у нас, похоже, Dream Build МТБ намечается. Все, подтеки убрал, подкрасил там, где не был, не прокрас. Теперь называется найди где-то место. Ничего не видно, ничего. Все обсохло. Но цвет все равно камера не передает. Никак. Серебристым кажется. Глазами он розовый. Короче, розовый оттенок есть. В зависимости от освещения меняется тон. Вот что, зацените. Карбоновый рулет. За 300 рублей всего с грипсами. Представляете? Вот это халява. Вообще ничего не весит. Класс. Что-то около 5 косарей без скидки он стоит в магазине. Ну, начнем.
Ну и, собственно, почти готово. Дальше остается протяжка тросиков, там настройка, цепь повесить. В общем, относительно это долго, поэтому перейдем сразу к готовому результату. Цвет офигенный. Цвет вообще обалденный. Я Не знаю, на эту камеру видно будет. Ну, глазами розовая, а на камеру он серебристый. Ага. Не, обалденно. Не вообще получается. классно. Ну, чуть-чуть Да, разделить. ты все, что ты фотографировал, Вот глазами розовый. цвета не было, да. Блин, как цвет-то понять? Непонятный цвет. Ну вот зашквар делает, смотри, что творит. Не ставь ты крылья, это убожество. Кошмар. Ну, а сейчас еще за свежий этот, да? О, слава богу, он диаметром не тот. А тут резинка. Твою мать, кто проставку положил? Ай, ёлки-палки. Только покрасили этот штырь. Сейчас Повыше вот только сделай. закоцает. Мне кажется. Что вообще не подходит. А, Слава богу. вот еще есть. Да что ты, хватит доставать, переходить. На все случаи жизни. Блин, ты круто покрасил, конечно. Вот это все. Офигенски. Вот сейчас попробуй найди, где мы вчера подкрашивали. И потеки попробуй найди. Ну да. Но- А ты все за это, да? Затерся, ну. Нет ничего, в общем-то. Я говорю, ты сейчас даже не найдешь. Не, ну Да, цвет офигенно. вообще обалденный. Я довольна. Это было какое-то коричневое чудовище, а стал крутой Тут сколько? маньяцкий велик. Целый день ездили, выбирали. Ну да. Ну не зря же ведь выбирали. Ну. Выбрали, наконец. О, Дал что? Че, ну колхозил? шла, да. Колхозан, а? Колхозавр. Колхозавр, да. Повыше только, правда, что. Ну я тоже, Виталь, повыше сделай маленько. Уже затяну. Вот что ли Виталий на колхозить, да? Мы же русские люди, надо все испортить, да, что? Ну, он Хованскому наделал видосов корявых. Видишь, у меня Колхозник, блин. логотип. Говоришь, долго он матерился, да? Я тебе О, могу вот у включить. меня значок голосовухи, моей- Это просто трэш. Давай включи. Где остался, да? Для видео. Так, МС Хованский. Что это за срань? Это какие-то фрагменты по полсекунды. Ты что, угораешь? Этот чувак вообще видел мои клипы, как их надо делать? У меня же был, блядь, строжайший запрет на минимальную длину одного куска. Я вообще очень разочарован. Сейчас все поправим совместно. И от вас прошу хотя бы такого же. Блять, Юрий, это для тебя левый. Я с ним работаю дольше, чем с... Если он сделал половину видосов, то что это за срань? Он делал... Ну, вот ХМХ, наверное, такое понравится. А мне нравятся Ой, нормальные клипы, сюжет. Пиздец, конечно, я вот это пересматриваю. Где ж, блядь, она полностью орать-то ебанутая будет? Хуйня. Он вообще заявил все сцены и всех персонажей в первые, блядь, 5 секунд. Пиздец, конечно. Конечно, я вот это Говорю, надеюсь, хоть велик ведь лучше сделал, чем ты Хованскому, блядь. Вы видели? Чё? Я фотку присылала. Не, мы слушали. Ну, короче, вот такое. Понятно. Особо больше ничего нету. Что это? Ну по цвету. Да, ну опять, видишь, камера серебрит почему-то. Да нет, но все равно вон видно. Не, по цвету вот так глазами похоже. А, вот. Похоже. Короче, по цвету рюкзака красили. Да. Вот в чем была суть-то. Очень близко к тому. А ногти что не накрасил, все отдал краску. Егор Юликовский, Берегу блядь, краску, который вдруг его Коцка клип будет. Надо было. монтирует, он и тот понимает, что визуально Гриша более осознанно клипы монтирует. Он меня прям со всякими... Хватит этого матершинника. Он меня прям там со всякими, короче, чуваками такими жесткими сравнивает. Ну ладно. Грустно. Короче. Ладно, зато велик заебись вроде. Да, велик огонь. Ну все. Что, погнали мы? Ну давайте. Спасибо огромное. Да, обращайтесь. Да, обязательно. Очень довольна вообще.